Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередная легенда советского моторостроения. Это авиационный пилотажный двигатель Талка рабочим объемом 7 кубических сантиметров. Этот двигатель действительно был очень крут в советские времена. Много кто за ним гонялся, чтобы можно было качественно летать на пилотажных моделях. Я уже как-то обозревал один из легендарных таких моторов, который назывался Радуга-7, но этот считался значительно более крутым. Хотя с виду вроде бы такой же. Пилотажный мотор должен обладать очень устойчивой работой, быстро запускаться и иметь малый вес. Ну и, соответственно, ресурс хотелось бы побольше. В общем, в советские времена этот моторчик, в принципе, удовлетворял таким условиям. В отличие, например, от Радуги-7, он был гораздо более желанным. Хотя, вот видите, вроде бы с виду почти одно и то же. Но даже если сравнить по массе, хотя здесь нет огнетушителя, хотел сказать. Здесь нет глушителя и нет упора. Но, тем не менее, можно как-то прикинуть и понять. Вот этот весит 240 грамм. Этот со всей амуницией, с глушителем, с упором весит 256 грамм. То есть, если это дело снять, явно он будет легче весить. Но мы, наверное, сейчас снимем и посмотрим, что я... Так он вообще будет весить как 2,5 кубовый мотор. Вот, кстати, можно для сравнения притащить сейчас и взвесить 2,5 кубиковый и вот этот 7 кубиковый. Вот он. Опять же легендарный движок. Это КМД 2,5 компрессионного типа. Вот давайте взвесим его, посмотрим, сколько же он весит. А он весит 188 грамм. Здесь мы, естественно, снимем глушак, чтобы уравнять шансы, потому что на комоде его нет. И показания будут необъективными. Глушачочек снят. Здесь просто внутри труба с конусом. Ничего особенного нет. И что ж, давайте-ка сравним. 188 против 222. Всего лишь на 40 грамм он больше, но рабочий объем у него больше в 3 раза. Соответственно, и мощность приличная. Здесь где-то 0,3 киловатта. Здесь 0,55 киловатт, если мне не изменяет память. То есть этот уже где-то 0,7 лошадей имеет. И это достигается при 12 тысячах оборотов в минуту. А конструкция поршенька вообще невероятно интересная. Там есть перегородка, которую мало кто из вас видел. Ну, двухтактным двигателям, в принципе, это довольно-таки свойственно, такие разнообразные конструкции. Ну, я все-таки надеюсь, что вам все любопытно, друзья. Любите вы, как и я, постигать что-то новое. Поэтому сейчас доберемся до поршня и посмотрим. Перед запуском мы просто обязаны увидеть, что мы там будем запускать, чтобы было интереснее. Подрываем крышку головки цилиндров. И что мы видим? Видите, какая необычная прорезь здесь. Это все не просто так. Видимо, это как раз таки сделано для более устойчивой работы. Видно калильная свеча. Для тех, кто не в курсе, постоянно приходится повторять. Движочек имеет зажигание калильного типа. Здесь все время красненькая свеча. Сначала мы подаем батарейкой накал. Спиралька раскаляется. Потом мы движок запускаем. И спиралька поддерживается раскаленными газами. То есть поддерживается в нагретом состоянии. А батареечку мы отключаем. И все прекрасно работает, пока не выработается топливо. Так, ну а вон там поршенек, который, собственно, и создает эту перегородку. Здесь у меня черная гильза стоит, хотя, насколько я слышал, бывают и цветные пары под эти движки. Ну, неудивительно. Их довольно-таки часто тюнинговали и снимали еще большую мощность, чем заявлено заводом. Блин, как же тут мало деталей. Это же просто шок какой-то. Сейчас будем добираться до коленвала. И вы увидите, как же здесь все просто. Остается открутить заднюю стенку. Она, видите, как внутрь уходит. Дело в том, что в двухтактных двигателях очень важно, чтобы было малое мертвое пространство. Потому что наполнение двухтактного двигателя осуществляется за счет изменения внутреннего пространства картера. То есть, когда поршень двигается вниз,
он создает в картере давление. Это при условии, если вон там золотник, через который проходит воздушно-топливная смесь, закрыт. И когда открывается окно в цилиндре, естественно, топливно-воздушная смесь, она проникает в цилиндр. Идет по петле вот так за счет вот этой перегородки. Завихряется, перемешивается, потом поджигается калильной свечой. Ну а далее поршенечек совершает полезную работу, уходит вниз, открывается окно выхлопное, и, соответственно, выхлопные газы выходят. А далее цикл повторяется. Все как бы довольно-таки достаточно-таки просто. Видите, гильза какая? Всего лишь 2 окна. А вот такой у нас поршенечек. Видно, есть проволочка, стопорное колечко с одной и другой стороны. Юбка как-то видно тут на конус сточенная, то есть трется она только здесь, здесь не трется. Здесь наоборот она как бы под конус, и когда вниз движется поршень, создается масляный клин. Есть небольшой люфтик, но на таких маленьких движках всегда есть этот люфтик. Ничего с этим не поделаешь. Сейчас мы долезем до коленвала. Здесь вот эта упорная шайба стоит не родная. Стоит как раз таки от комода. Родная где-то утеряна, видимо, была. Сидит здесь это дело на конусе. Надо как-то подорвать. Отверточкой удалось подорвать. Вот он конус. Чем, естественно, сильнее мы гаечку зажимаем, тем сильнее заходит на конус и уплотняется. Вот, эта шайба, возможно, тоже не родная. Она какая-то точеная. Может быть, это я ее уже точил. В детстве у меня был доступ к токарному станку. Возможно, я уже постарался. Ну, а вот, ребята, а вот он коленвал. Есть проточка здесь. Возможно, опять же, это я постарался. Это чтобы как бы не выплевывало масло. Тут как клин создается масляный. Ну, возможно, точно не могу сказать. Может и было с завода. Ничего здесь не дорабатывалось, вроде бы как по коленвалу. Здесь ничего не распилено. Все как бы близко к стоку. Вот. А внутри бронзовая втулочка. Вот и вся конструкция. Ну, я не знаю, стоит ли вам конструкцию игольчатого золотника показывать. В общем-то, там все просто. Иголка для регулировки подачи топлива. Для высокоточной. Для простой и высокоточной. Иголочку сейчас выкручу, покажу, как оно выглядит. Она довольно-таки острая. Прям аж страшно прикасаться. Вот, ну, получается, мы закрываем ее полностью, вход. И потихонечку открыванием можем регулировать подачу, выводить движок в режим. Здесь внутри разрезная резьба, и этой гаечкой можно законтривать. То есть мы наладили, настроили, потом раз только подзатянули, и все, будет в режиме. Ну что ж, ребят, сейчас я все это дело собираю, ставим ее в тисы и будем пробовать. Делать первый запуск. Очень часто я их делаю в тисах. Не будем эту традицию нарушать. Потом уже будем ставить на стын. А может еще что-то придумаю. Движок в целом новый, не прошел даже обкатку, но уже несколько раз туда-сюда мною разбирался. Поэтому сегодняшняя разборочка ему точно не повредит. Надеюсь, легенда не подкачает и будет себя очень хорошо вести. Потому что я намереваюсь заводить его руками, то есть без всяких стартеров. Кстати, ребята, если вам интересна такая тематика, у меня есть еще бензиныч, интересный двигатель современный. С карбюратором полноценным, все. Только он очень маленький, но очень мощный. В общем, если интересно, ставьте лайки. По лайкам я пойму, что это так. И если что, в ближайшее время выпущу видос. Данный самодельный пропеллер я делал как раз таки под этот двигатель. Так что давайте уважим его, поставим. И будем для начала пробовать с ним. Тут уже дырка раздолбана, конечно, адская. Раньше с пропеллерами был большой дефицит, можно было их только самому сделать, ну либо купить совсем уж говёненький. Сейчас с этим проблем нет, самому сделать хороший пропеллер теперь сложно, потому что на фоне тех, что есть заводские, самодельный немножечко проигрывает. Какие-то звуки нездоровые.
Это так трется поршень по гильзе. Что-то мне кажется, вручную тяжко будет его завести. Вспышки дает. О! На третий раз вспышку дает. Раз, два, три. Раз, два. Вспышка. Вот на второй дало. Прогресс. Цель дать ему вот хоть чуть-чуть так подзавестись. Хоть слегка. Не просто вспышка, а именно, чтобы, как говорится, проперделась так нормально. Как я уже говорил, движок новый, не обкатанный. Думаю, тяжко будет его без стартера завести. Просто нереально тяжко. А так вот можно целый день друкать его стоять. Ну что я вам хочу сказать. Долго я пытался его завести, около 2 часов. Уже и маслать пытался его дрелью и как-то по-другому разрабатывать. Но пока вот слышите. Уж не знаю я, к чему это приведет в конечном итоге. О, видите? Иногда какие-то вспышки дает, и уже такое ощущение даже лучше, чем до этого, чем сначала. Но пока какой-то заметной работы я не добился. Но мы добьемся, друзья, вы не волнуйтесь. В этом видео мы его обязательно запустим. О! Вот оно! Вот то, что я ждал. Это говорит о том, что пациент скорее жив, чем мертв. Это первая такая знаковая вспышка, и она попала в кадр, потому что я 2 часа долбился с ним. А знаете что? Поставлю-ка я его, наверное, на стендик и уже буду мучить его там. Ну покажи еще чуть-чуть. Запустил и произвожу обкатку. Обкаточная тяга 0,2 килограмма. Изначальная тяга, вот когда он в режиме. Сейчас я вам покажу режим. Так вот, уже 0,8 килограмма. А изначально начиналось с 0,5. На 300 грамм прибавилось. Ну, я вывожу его с режима, богачу немножко смесь, чтобы он, так сказать, с большим количеством масла обкатывался. И периодически проверяю в режиме. Вот так пока идет процесс. Мне кажется, долго буду обкатывать. Но начальное, запомните, 0,5 килограмм было. Как вы можете заметить, немножечко посветлело на улице. Сейчас 5 утра. Но это не потому, что я всю ночь тестировал движок. Просто у меня бессонница, решил прийти немножечко пораньше. В процессе обкатки мне удалось увеличить ровно вдвое тягу. И теперь пора переходить на более серьезные винты. В общем, вот он самодельный. У него, как можете заметить, очень маленький шаг. И большую тягу с него ну никак не получить. Движок выходит на слишком большие обороты, а тяга поднялась всего лишь до килограмма. Перейду на вот такой винтик. Когда-то он был 12-дюймовый, но я его обрезал до 10 дюймов. Потому что, насколько я знаю, с 7-кубовыми именно 10 дюймов должны нормально работать. Видите, вот здесь кончики обпилил. Вот они, кончики по 1 дюйму. Классическое топливо – это смесь метанола с касторовым маслом. Метанола 75%, масло, естественно, остальное. Ну, я буду использовать современное, в котором масло поменьше. Но зато кроме метанола есть еще и нитрометан. И по идее он должен выдавать даже больше, чем то, на что он способен. Больше, чем 0,55 киловатт.
Так что сейчас зарядим, друзья, и посмотрим, какая тяга будет, как будет заводиться и прочее, прочее, прочее. Да, и еще раз, у нас тут лабораторные условия. Наклею, наверное, полосочку и измерим оборотики. Оборотики у него рабочие 12 тысяч. Как раз таки примерно вот с таким винтом. Измерять будем китайским тахометром лазерным. Пока вся залитость не уйдет, не запустим. О! 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 Пусть чуть-чуть прогреется. Сам по себе начинает потихонечку выходить в режим. На расслабоне выдает тягу в 1 килограмм, что довольно-таки неплохо. Попробую покрутить иглу и показать максимум. Все, видели, не до конца обкатанный. Вывел его в максимальный режим, и он немножечко приклинил. Я не успел открыть. Он сначала набирал, а потом резко начал терять тягу. После 0,25, когда он снизился до 0,23, мне надо было резко открыть крантик ему, чтобы более богатая смесь пошла, более жирная. Тогда бы он не приклинил. Ну, в общем, я так и обкатываю. Даю немножко больше ему, вывожу в режим. Слышу, только-только начинает задыхаться. А еще лучше этого не дожидаться, пока будет задыхаться. Сразу открывать после вывода в максимальный режим. И так вот туда-сюда, туда-сюда выводить все больше, 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 больше. Катаю на лайтовых оборотах, ничего не делаю, он сам обкатывается. Видите, оборотики растут. С каждым таким циклом все больше и больше тяги. Даем отдохнуть. И еще цикл. Уже на 9000 оборотиков выходит. Не уследил, остановился движок. Можно как раз таки замерить температурку. Сколько она здесь? Ну, прибор показывает 150. Хотя, возможно, он брешет, потому что на алюминии очень трудно измерить температуру. Но все равно цифра весомая. Он обычно обманывает в минус. Тут у нас какое-то бурление, но это поступает топливо. В движок оно не проходит, оно вот здесь кипит, потому что горячее. Ну что ж, я надеюсь, все вам наглядно видно, как проходит цикл обкатки. То есть эта вещь довольно-таки интересная. Уже 1,34 килограмма тяги я видел. Чувствую, что 12 тысяч оборотов он не достигнет с этим винтом. Но в полете, скорее всего, он и будет на 12 тысяч выходить. Потому что в полете винт разгружается и, соответственно, оборотики повышаются. Поэтому, похоже, все здесь нормально, винт подобран правильно. Ну, вообще-то тяга маловатая, потому что движок рассчитан под модели 1,3 килограмма массы. И тягу имеет 1,3 килограмма. Ну, как-то мало. Даже если на 1,5 он выйдет, ну, все равно мало, как ни крути. Даже если идеально винт подобрать, ну, не больше, чем 1,5 килограмма. В 2 раза уж точно не будет больше, чем вес модели. А это, получается, 2,5 кило. Он должен выдавать. Ну, я не знаю, как это возможно. Мой стенд очень четко все измеряет. Вот, четче некуда. Вот они весы. Возможно, он даже немножко добавляет 0,1 килограмм, потому что стоит под углом. Но я не меняю, чтобы процесс обкатки выглядел более-менее нормально.
Прошло порядка 2 часов обкатки. Давайте посмотрим, на какую тягу он выходит. Ну, скажем так, 1,4 килограмма, даже чуть больше, уже выдает. Прошел еще 1 час. Двигатель работает заметно устойчивее. Уже не глохнет при повышении температуры. Если раньше он на 150 глох, то есть его как бы подклинивало, то сейчас он до 180 градусов спокойно работает. Но я ему долго не даю на 180 работать. Немножко так понижаю температуру. Также заметно меньше стал жрать топливо, потому что работает на объединенной смеси. Давайте проверим тягу, что изменилось за час. Так, ну, во-первых, температура 170 градусов. Довольно-таки много. 1,4 килограмма. Вот это жесть. А он в режиме у меня работает. А если добавить? Да. Жестко. Убавил, потому что уже перегрев пошел. Итак, работает на максимуме и не заклинивает. Температура почти 190 градусов. Работает долговременно. Обкаточка, можно сказать, прошла. Вот как-то так. Ну, собственно, вот такой вот интересный двигатель был у нас сегодня на обзоре. В Советском Союзе их очень жестко дорабатывали. И в связи с этим, собственно, вопрос, какая же у них была максимальная тяга. Потому что меня, честно говоря, 1,5 килограмма, ну, вообще не впечатлили. Обкаточку прошел нормально, истратил где-то 2 литра топлива, может быть 3. Заводится роскошно, работает роскошно. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.